Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вам покажу еще один способ сделать гортензию. Для меня это самый простой и легкий способ. Единственное, что для него понадобится молд. Но я думаю, если вы сделаете и без молда, попытаетесь, по крайней мере, его сделать, не думаю, что цветочек будет хуже, просто, возможно, будет похож на какой-нибудь другой цветочек. Также в видео я тоже вам сказала, что таким же способом можно делать Анютины глазки. В одном из своих видео я также покажу, куда я применю эти цветы, еще не знаю, что с ними буду делать. Я просто купила молды и решила попробовать делать гортензию. Также я говорила, что мой канал это канал вдохновения, и возможно какие-то из моих работ вдохновят вас на новые творения и новые работы. И один такой маленький вопрос, который часто мне задают, это можно ли использовать мои идеи? Конечно, можно. Используйте любую из моих идей. Тем более, что большинство идей, где мои, где что-то добавлено, где что-то переделано. Я думаю, все мы работаем именно таким принципом, где-то что-то увидели, сделали что-то подобное, поменяли и сделали что-то свое. Поэтому пользуйтесь, делайте, а мы приступаем с вами делать цветы. Я пока сделала 4 цветочка, вместе с вами будем делать 5-й. Не знаю еще, на что я буду их использовать. С одной стороны, хочется сделать какой-то интересный букет, а с другой стороны, какой-нибудь ободок или заколку на волосы. Так что посмотрим. Но для начала сделаем сами цветы. Сам цветочек размером получается где-то 3 сантиметра. И для него я буду использовать молды. Молды вы можете поискать в интернете, сейчас они есть почти в каждом магазине для рукоделия. Здесь 2 молда листа гортензии, один чуть больше, второй чуть меньше. Я в некоторых цветочках использовала только 1 размер, где 2. Короче, можно экспериментировать. И в работе буду также использовать сам фоамиран. У меня иранский фоамиран голубого цвета. И масляная пастель. 3 цветов, это фиолетовый, зеленый и розовый. Все номера цветов вы видите на экране. Также их я продублирую и в описании к этому видео. Начинаем подготавливать сам материал. Я вырезаю из фоамирана прямоугольники чуть больше нашего молда, для того, чтобы можно было его по краям чуть-чуть завернуть. Затем нагреваю утюг. Я привыкла работать с очень сильно горячим утюгом. Он у меня стоит на максимальной температуре, но если вы только-только начинаете работать, не стоит ставить ее на большую температуру. Поставьте поменьше. Почувствуйте, как ведет себя фоамиран при нагревании. И только потом вы можете увеличивать саму температуру вашего утюга. Все хорошо нагреваю и отжимаю пальчиками. Некоторые это делают при помощи губки, но я больше люблю делать это пальцами. И вот такой отпечаток у меня получается. Ну а для ножки буду использовать тонкую проволоку. Толщина проволоки где-то 0,6-0,7 мм, но это не принципиально. Смотрите, для чего в дальнейшем вы будете использовать свои цветочки. Теперь делаю тычинку. Как делать тычинки с помощью горячего клея, я уже показывала, но сейчас немножечко напомню. Я разогреваю клей на утюге и добавляю туда масляную пастель. Вы же можете добавлять не только масляную пастель, но и сухую пастель или любые краски. Нам нужно окрасить наш клей. И тогда проволокой я размешиваю и наношу клей уже на саму проволоку. Делаем капельку, он очень хорошо наносится. Если у вас не получается, пробуйте, обязательно получится. Также можно нанести клей в несколько слоев, и ваша тычинка будет размера побольше. Теперь возвращаемся к самим лепесткам. Вырезаю все лепестки по контуру, и нам придется их еще и окрасить. Подготовили все лепестки.
И начинаем окрашивать. Начинаю окрашивать с салатового цвета. И при окрашивании я не наношу пастель на весь лепесток. Делаю это где с одной стороны, где с другой стороны, где только снизу, для того, чтобы все лепестки были разнообразные. И да, почему я использую именно масляную пастель в работе? Только потому, что в ней намного ярче и насыщеннее цвет. Сухой пастелью я не могу добиться такого яркого красивого эффекта. Также не забудьте затонировать лепестки с обратной стороны. Я делаю только одним цветом, это салатовым. Потом беру розовую пастель и ее уже наношу в том месте, где я не наносила салатовую. Очень хорошо тонировать получается даже градиент между цветами, тем более, что мы тонируем губкой и нету очень четких краев. И в конце я слегка в некоторых местах добавляю фиолетовый оттенок. Тонировать лепестки вы можете любого цвета. Фантазируйте, делайте, я думаю, ваша каждая работа, каждый цветочек будет индивидуальным. И вот такие яркие красивые лепестки у нас получаются. На один цветочек понадобится 4 лепестка. Ну и сама тычинка. В работе я буду использовать обычный суперклей. Он у меня самый дешевый, секундный суперклей. Горячим клеем как-то в последнее время я не пользуюсь в работе с фоамираном, так как он все равно дает утолщение. Но это лично дело каждого. Возможно, вы именно с горячим клеем намного лучше работаете, чем с суперклеем. Наношу маленькую капельку клея снизу и подклеиваю первый лепесток. Второй и третий лепесток я буду приклеивать по краям первого. Ну и четвертый лепесток просто подклеиваю снизу. Также раньше я уже делала видео о том, как сделать гортензию. Там немножко другой способ, там немножко другие тычинки, также и другие молды. Поэтому все ссылки по прошлым своим видео я оставлю в описании. Переходите по ссылкам и смотрите. Возможно, для вас именно тот способ будет намного удобнее и понравится вам намного больше. Обработать сами лепестки зажигалкой или на утюге можно еще до того, как вы собираете весь цветочек. Я же решила сделать это после этого. Я совсем со всех слегка нагреваю снизу фоамиран и растягиваю край лепестков. Будьте очень-очень осторожны, не подносите очень близко зажигалку для того, чтобы не испортить цветочек и фоамиран не расплавился. И вот такой цветочек гортензии у меня получился. И когда я смотрю на него, я понимаю, что точно таким же способом, только окрасив по-другому лепестки, можно получить Анютины глазки. Так что экспериментируйте, не забывайте выставлять свои работы в моей группе ВКонтакте. Мне будет очень интересно, что придумываете вы и в какой именно своей работе или своей идее вы воплотите такие цветы. Ну а также, если вам понравился мой вариант гортензии, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока-пока. Тася, а может мы не будем грызть провода? Тася. Тася. Да? Ты моя Тася. Кто мешает? Кто мешает? Котя.